Берем 6 крупных яиц комнатной температуры и разбиваем их, отделяя желтки от белков в разные миски. Друзья, подписывайтесь на мой кулинарный телеграм-канал, где выходят новые видео с вкусными рецептами каждый день. Видео проверены лично мной, так что я уверена, что у вас обязательно все получится. Пробуйте и готовьте. Отделив желтки, сразу же перемешайте их до однородной массы и отставьте в сторонку. К белкам добавьте щепотку соли и начните взбивать миксером до получения пышной пены. На этом этапе взбивания белки становятся воздушными и легкими, что является основой для пышного бисквита. Постепенно частями всыпаем 160 грамм сахара, продолжая взбивать. Взбиваем миксером на высокой скорости, пока белки не станут плотными, блестящими и не образуют устойчивые пики, которые не падают при переворачивании миски. После того, как белки хорошо взбились, частями вливаем перемешанные желтки. Аккуратно перемешиваем миксером на низкой скорости до однородности. На этом этапе очень важно сохранить воздушность белковой массы. Просеивайте 30 грамм какао через сито и аккуратно перемешайте венчиком до однородной массы, используя движение снизу вверх. Затем частями просейте 130 грамм муки. Каждый раз хорошо перемешивая до получения однородной и гладкой массы. Самое главное убедиться в том, что не осталось комочков, чтобы бисквит получился идеальным. У нас должно получиться воздушное и нежное тесто. Возьмите форму диаметром 20 на 30 см, дно застилаем пергаментной бумагой и выливаем подготовленное тесто. С помощью лопатки равномерно распределите тесто по всей форме, разровняв верхний слой. Отправьте форму в заранее разогретую духовку до 180 градусов и выпекайте 15 или 20 минут. Готовность бисквита зависит от вашей духовки, поэтому ориентируйтесь на время и визуальное состояние. Достаньте форму из духовки, проверьте готовность бисквита деревянной шпажкой, она должна на выходе быть сухой. Переложите бисквит на решетку и дайте ему полностью остыть. Берем 100 грамм темного шоколада и растапливаем. Возьмите глубокую емкость и выложите 500 грамм отвешенной сметаны. Добавьте 50 грамм сахарной пудры и просейте 20 грамм какао. Сначала перемешайте все ложкой, это для того, чтобы при взбивании миксером сухие ингредиенты не поднялись вверх. А затем для воздушности я использую миксер. Хорошо перемешиваем. В самом конце влейте остывший шоколад и перемешайте лопаткой до однородного состояния. Крем готов. Он должен получиться плотным и хорошо держаться на лопатке. У остывшего бисквита обрежьте все края.
Он должен быть мягкий и пористый. Обрезки у меня пойдут на украшение торта, но вы можете украсить торт измельченными орехами или тем, чем вам больше нравится. Переверните бисквит и разрежьте на две равные части. Собираем торт. Выложите одну часть бисквита на блюдо. Сверху распределите примерно половину крема. И шпателем равномерно распределяем по бисквиту. Сверху накрываем второй частью бисквита, выровняйте и выложите оставшуюся часть крема. Также равномерно распределяя шпателем по верху. Не забудьте хорошо промазать бока торта. Отставляем торт в сторонку. Возьмите обрезки бисквита и измельчите их в блендере до состояния мелкой крошки. Вот такая у нас получается крошка. Получившейся крошкой сначала украсьте верх торта, а затем его бока. Для более равномерного нанесения крошки по верху торта можно использовать кулинарную кисточку, чтобы заполнить все пустые места. Торт готов. Уберите его на 1 час в холодильник, чтобы он хорошо пропитался и застыл. После этого достаньте, нарежьте и подавайте к чаю. Этот торт готовится несложно и очень быстро, поэтому обязательно пробуйте, готовьте. Я уверена, у вас все получится, и напишите, как вам торт. А вам я желаю приятного аппетита и готовьте с удовольствием.